Пришло время менять мой старый рюкзак. А все потому, что мои друзья из компании Пецель прислали мне шикарную посылочку как раз под зимний сезон в Аларче. Друзья, спасибо ребятам из команды Эталон Пецель Дистрибьютор. И сейчас мы пройдемся отдельно по всем элементам всего того, что пришло. В основном это снаряжение для зимней Аларчи. Как все знают, в Аларче стартовал зимний сезон. Лед отличный. Всем welcome. Ну и пройдемся по снаряжению. Снаряжение для зимней Аларчи и не только. Рюкзачок Пецельбак. Небольшой компактный рюкзак, в котором вы можете переносить небольшое количество снаряжения. К примеру, он очень подойдет на скалы в Гейкбаире, где-нибудь там в Греции, либо в другие теплые районы. Объем 18 литров. Здесь предусмотрена фиксация для веревки даже. Вот специальная стропа. Стропа нашита для карабинов. То есть вы можете сюда вывесить все ваше снаряжение, оттяжки, там гри-гри, что-то не поместилось вовнутрь, например, скальники, мешочек, система сюда вполне залазят. 18 литров достаточно. И какие-то лишние карабины вы можете петли повесить сверху. Здесь зафиксировать веревку. И давайте еще посмотрим, что у него. Кармашек, ну, понятно, для телефона. Но, кстати, он достаточно здоровый. Сюда может влезть не только телефон. Открывающаяся стропа для веревки. Позже мы попробуем ее прикрепить. Открываем внутреннюю часть. Так, он открывается наполовину. Больше и не надо. Достаточно, если открыть боковые фастексы, которые тоже для фиксации веревки сделаны. Один отсек, две сеточки. Сюда телефон, либо пластыри, например, да, ключики какие-то можете положить. Классно, удобно. Замки все с такими удобными удлинителями. И еще одна классная особенность этого рюкзака. Если вы откроете лямки, сюда помещается гайдбук. Вот давайте возьмем. У нас книжечка тут есть и гайдбук по Гейкбаире. Берем, пум, развернули, одели. Передняя часть. Классические застежки, то есть регулировка по высоте, регулировочка по объему груди. Также пояс небольшой есть, который вы можете под себя подобрать. И сидит достаточно комфортно. Давайте попробуем прикрутить веревочку. То есть вы его забили. Ну, можем сейчас, например, положить, у меня тут с собой вот гори-гори, да, там пару оттяжечек, системка, да, там, не знаю, скальники какие-нибудь запихали. И закрываем, берем какую-нибудь веревку. Ну, это толстоватая, честно говоря, бухта, но я думаю, это будет вполне удобно. Да, она помещается. Такая жесткая стропа. Застегиваем боковушечки, чтобы у нас ничего тут не телепалось. Ну, вполне себе удобно. То есть в скалолазном районе очень удобно. Веревка не болтается ниже колена. В принципе, поднимайте ногу, ничего не цепляет. Вы можете ее напополам сложить и зафиксировать. Очень удобный рюкзак. Ну, как-то так. Ну и самый важный набор для ледолаза, для зимней Аларчи и не только, для водопадов, для любого ледолазания. Конечно же, ледобуры, оттяжки, чехольчик для ледобуров, подстраховочки, каритул и карабин для страховочного устройства. Ледобуры разной длины. Это Laser Speed Пецель. Есть три длины этого бура. Вы можете их отличить по ручкам. Зеленый цвет это 21 сантиметр, синий цвет это 17 сантиметров, желтый цвет это 13 сантиметров. По граммам также здесь указано 13 сантиметров. Это стальные. Laser Speed Light
это алюминий. Это стальные я выбрал. Почему, объясню позже. 13 сантиметров 128 грамм, 17 сантиметров 143 грамма и 21 сантиметр 161 грамм. Здесь в посылочке ребята отправили мне один, вот он, Laser Speedlight. 21 сантиметр на 50 грамм легче, 110 грамм, даже на 51. Почему я выбрал именно стальные ледобуры? Потому что, когда вы лезете лед водопадный, каскадный, хорошо, там чистый лед, вы используете алюминиевый облегченный бур со стальной коронкой. Давайте сейчас вот немножечко откроем, да, распечатаем посылочку. Новый вид открывашки, такой, ну, заглушечка другая. Еще важная часть: буры предыдущего поколения имели 4 зуба, эти имеют 3. Защитная такая вот сеточка. И вот она коронка. Классный бур для водопадного лазания, но когда вы лезете лед в ЛРЧ, лед имеет вкрапление камней мелких зачастую, а так как для ледобуров очень важна полировка, внешняя и внутренняя, алюминий, естественно, повреждается намного быстрее, если вы вкручиваете и попался какой-то камушек. Поэтому это вопрос долговечности жизни буров. Так, конечно, каждый бур на 50 грамм веса, 10 буров уже у вас как бы значительная экономия в весе. Давайте вот откроем такой же 21 сантиметровый стальной. Та же заглушечка. Новая такая интересная, мягкая, силикон какой-то, видимо, сеточка. Да, все то же самое, только это все сталь. И как раз попробуем 3 зуба, насколько это решение позволило улучшить вкручивание бура. Ручка. Так, ручка с ручками. Были проблемы некоторые насчет того, что они обламывались, но я надеюсь, эту проблему решили. Ручка идет достаточно туго, что хорошо, потому что когда вы вкрутили бур, закрыли, он не откроется, не поймает веревку как крючок. Ну, проверим, посмотрим. Еще важный момент. В каждом изделии пецель есть инструкция по использованию конкретного вида снаряжения. Обязательно читайте. Читайте внимательно, указано корректное использование конкретного снаряжения, бура, карабина, всего. Здесь вы открыли, вот так вот, и вы сразу видите, вот она инструкция, это, чтобы уж точно не пропустили. Когда откройте, посмотрите, но я надеюсь, никто не дошел до того, что там, да, как в микроволновку не надо котов совать и буры не надо вкручивать в землю. Но все-таки прочтите по нагрузкам, характеристика. Это будет очень полезно. Корректное положение ледобура во льду для страховки. Ну и какие-то детали, нюансы, возможно, будут вам интересны. Ну и важный элемент снаряжения. Я очень долго ждал эту сумочку. Пецель Octo. Это сумочка для транспортировки, переноски ваших ледобуров. Основное и то, что продлевает жизнь ледобурам, это, конечно, как вы их эксплуатируете и как храните. Старайтесь не бросать, когда вы сходили маршрут, спустились, связку карабинов с ледобурами на камне, потому что они царапаются, и от этого качество и легкость вкручивания очень сильно падает. Также, когда вы их транспортируете, постарайтесь найти эту сумочку, и это продлит жизнь вашим бурам очень надолго. Если вы в куче с карабинами, с кошками покидали, куда-то потащили, они царапаются, и каждая эта царапина ухудшает вход бура в лед. Так, сумочка. Вот такая маленькая легкая сумочка. Так, это мы уберем. Octo. На 8 буров. Очень удобная. Вкладываете сюда буры, закручиваете. И они сохранены. Вот такой разноцветный букетик у нас получается. Опять же напоминаю, определить размер бура вы можете по цвету ручки. Зеленый 21 см, синий
17 сантиметров, желтый 13. И еще появился красный 10 сантиметров. Это для тонкого льда, уже какого-нибудь натечного. Но очень удобно. Давайте откроем, посмотрим. Здесь в серединке такой элемент есть. Он немножко фиксирует бур. И когда, ну, чтобы он не выпадал произвольно, да, вот вы перевернули, они не выпадают. Именно потому что вот эти в середине, ну, назовем их так, какие-нибудь вставочки, да, они держат бур в серединке. Закрутили, все. Если надо достать, все, он у вас в руке. И также назад аккуратненько вставляется. Резиночки я, в принципе, оставил, хотя я думаю, для этого чехла это не требуется, так как они практически не торчат. Это я оставил на случай, если, ну, где-то в рюкзаке он начнет там обо что-то биться, и все-таки самые острые элементы лучше защитить. Далее поговорим о следующем важном элементе снаряжения — оттяжки Edge Finesse. Это классная оттяжка специально для ледолазания. Внешне она немножко похожа. Я специально взял Spirit Express, мои скалазные оттяжки, да. Визуально они стропы очень похожи. Здесь стропа Express, здесь Finesse. Но, смотрите, разница очень большая в толщине. И, соответственно, эта оттяжка сделана для ледолазания, это для скалолазания. Разница в граммах. Здесь карабины Spirit L размер, здесь Edge S и L. Я специально взял разные карабины, потому что вщелкивание в шлямбур, ну, собственно, в ледобур, этого карабина достаточно. Но нижний карабин, так как я использую двойную веревку, иногда половинку, иногда двойную, все-таки нужен карабин пошире. Разница в весе: Edge Finesse 72 грамма весит, Spirit Express 95. Ну, на скалолазании это не критично, да, то есть разная форма карабинов. Здесь экономия за счет защелки и немножко, ну, как бы карабин, да, защелкивается по-другому, другая система. В остальном они очень похожи, но здесь стропа толще, здесь тоненькая. Очень удобно, специально для ледобуров. Давайте возьмем какой-нибудь бурчик с нашего набора. Вот. Это оставим так. Все, вам размера этого маленького карабина S вполне достаточно для ледобура. Либо, да, посмотрим так. Для веревки тоже вполне хорошо, удобно. 17 сантиметров достаточная длина, 13, ну там, короче, там 15-13, ну коротковато для льда, я считаю, потому что все-таки рельеф разный, и 17 достаточно вполне. Защелкивается очень надежно. Я этими карабинами пользовался в другой комплектации, даже и на скалах. Они и на скалы идут, эти карабины. Очень удобные, надежные. Для льда не забиваются, потому что есть дырочка. Если у вас что-то там, лед попал, от удара лед с большой вероятностью, вот он, вылетит. Вот. Так что давайте еще посмотрим Spirit Express и Edge Finesse. Вот эту, ну, даже в руке держишь, на самом деле очень легкая оттяжка. Маленькая, удобная. И, кстати, Пецель очень большие молодцы. Они вот как-то уделяют большое внимание эргономике, да. Вроде карабинчик маленький, но в руке он лежит очень удобно и для вщелкивания. Прям классно сделали. Также и Spirit Express. Здесь, я не знаю, видно, не видно, вот есть дырочка, которая тоже всякую пыль, грязь выбрасывает. И вот буквально два прореза справа и слева, казалось бы, да, очень помогают одним пальцем открыть вам карабин. У меня есть шлямбур. Вот такой, да. Ну и посмотрим насчет вщелкивания. Это скалазная оттяжка, да. Достаточно удобно входит, даже если вы где-то не дотягиваетесь. Вполне. Посмотрим. Ну, это жесткая защелочка. Надо понимать, что она
маленький карабин, и он специально сделан для того, чтобы экономить вес. Для шлямбура его достаточно, также для уха, собственно, ледобура. Еще важный момент, что не просто так оттяжки, да, сделаны. Одна часть подвижная в стропе, вторая специально зафиксирована. То есть это долгая тема для долгих дискуссий. Кто-то там считает себе что-то другое. Это его дело, но есть много тестов, да, насчет того, что если у вас в шлямбуре вращается карабин, если он фиксирован, есть вероятность, что он выщелкнется. Этот, к примеру, крутится постоянно, и в основном даже он может перевернуться с большой вероятностью, но не выщелкнуться. Именно за счет того, что подвижная стропа. А если... У меня просто болт не зафиксированный, но я на скале, честно, пробовал. Это может произойти. И вопрос формы карабинов, но если вы лезете вверх, к примеру, да, давайте, вот скала у меня тут, поджал я так, и какой-то резкий срыв, ну, это возможно. Поэтому всегда смотрите, какой стороной вы вщелкиваете оттяжку. То есть, видите, все равно он вращается, ну, сложно достаточно. Там какая-то вероятность есть, маленький процент. По оттяжкам, я думаю, понятно, да? Для льда, ну, конечно, можно и на скалах применять, просто для льда не облегчены. И для скал. Просто чуть-чуть тяжелее и дольше будет жить за счет карабинов и толстой стропы. В целом, две классные оттяжки, очень рекомендую. Новый Carittool Evo. Это уже на моей памяти третье поколение. Он сделан уже с такой резиночкой. Предыдущий был с железным таким замочком. И самый первый, вы помните, у него внутри здесь был такой язык, который одевался на систему. Но по ним отдельно в LRC я их все 3 штуки соберу в кучу и уже сделаю какое-то видео. Потому что все они кардинально отличаются. И как с ними правильно работать, ну, мы посмотрим. Здесь фиксация даже под широкий ремень в LRC. Сниму, посмотрим. О, AMD карабин. Он достаточно большой, тяжелый, но я его специально попросил, потому что он неубиваемый. Для дюльферов, особенно на каких-то там, ну, ужбе, например, где веревка превращается в пилу, в абразив, карабины умирают очень быстро, и хотелось карабинчик потолще. Так, ну вот, в целом такой набор. Сейчас мы повесим это все на систему, посмотрим, как оно смотрится. Еще раз спасибо ребятам из Пецеля. Я чувствую, ледовый сезон будет хороший. Приезжайте в Аларчу. Решил отдельно остановиться специально на новом Carittool. Мне очень понравилось, как он одевается. Сейчас быстренько попробую показать. Вообще классная система. То есть, и главное, что он надежно держится. Вот здесь, с задней стороны, есть фиксатор. Вы одеваете вот это на систему и просто подтягиваете. Если хотите расслабить, нажали, вытащили. Сейчас посмотрим на системе. Первым делом вот открыли веревочку, одели в нужную часть, куда вы хотите. Главное, не сильно близко, ну, то есть как вам комфортно. Я стараюсь где-то чуть дальше середины, если провести такую ось симметрии, да. Щелкнули его, подвинули и просто подтянули. И жестко держит, ну, то есть удобно, да. То есть с краешку вот так поставили. У вас и полочка открыта, доступ к оттяжкам есть, и буры висят. Буры, если вы повесите так, большая вероятность, да, что попадет в ногу, когда вы будете лезть. Поэтому я всегда вешаю в обратную сторону. Взяли бур, развернули, и он висит назад. Когда вы лезете в вертикальный лед, это не проблема. Когда немножко такой лежачий, то есть и где-то здесь Carittool, обязательно порвет вам штаны. Ну, давайте посмотрим. Ну, класс, удобно. И главное, что это
такой достаточно жесткая фиксация. Вы, в принципе, можете его под любую ширину ремня сделать. Здесь специальные такие зарубки есть. Ну, удобно. То есть, класс. Еще сделали полочку, да, везде на видео есть. Здесь такие нарезки. Вы развернули бур, если вам нужен, например, короче. Взяли этот, крутили, этот вернули обратно. Следующий надо, предыдущий по размеру. Взяли, вернули. Я обычно ставлю большие в конце, справа-слева, потому что они у меня идут на станцию. Либо дублирую так по два. А коротенькие на промежутке, если какой-то лед у меня там не требует такого большой глубины. Вот, ну удобно. Ну, гри-гри понятно. Для гри-гри вообще я спирит использую. Этот карабин я взял для реверса, для дюльчеров. Ну, тоже вполне возможно. И подстраховочки, да, легкие, крутятся он себе. То есть, все очень классно, удобно, грамотно. Ну что, собираемся. Перепакуем все в больший рюкзачок. И пошли на лед. Еще один небольшой элемент снаряжения, но достаточно важный. Это усы для ваших ледовых инструментов V-Link. Легкие, 80 грамм, 46 сантиметров в нерастянутом состоянии, 106 в растянутом. Хочу напомнить, я надеюсь, все это знают, что они не являются усами самостраховки. Это подстраховочка для того, чтобы вы не потеряли ваши ледовые инструменты. Есть вертлюг, что очень важно, потому что если его нет, у вас просто закручиваются усы, и как бы это целое мучение на маршруте. Ну, то, что вшита резиночка, это удобно, потому что у вас нет провиса, не телепается, вы не цепляетесь коленями, еще чем-то, да. Вытянули инструмент, назад, если вбили, где-то поближе, оно притянулось. Очень удобно. Ввязывается полусхватывающим узлом в силовое кольцо системы. Вот так. И карабинами щелкаются ваши инструменты. Мои номики сейчас находятся в ЛРЧ, но я покажу на других инструментах, которые имеют интерес тем, что это практически музейный экспонат. Это старые Пецель Астар. Очень старые, но неубиваемые инструменты. Посмотрите. Сейчас, секундочку. Разница этих инструментов. Здесь еще надпись Шарлет. Пецель Шарлет, так как была компания, многие знают ее, Шарлет Музер когда-то. Два инструмента. С этим я постоянно хожу на ужбу. Почему-то так повелось, он мой любимый, он неубиваемый. Я его беру как молоток, чтобы не тащить молоток, и отдельный инструмент. И как инструмент, если где-то ледочек немножко подлезть, зацепиться, либо какой-то драйтуринг. Ну вот посмотрите, что бывает после горы. То есть насколько он сточился и насколько он уже бедный у меня поцарапанный, но повидал он нормально в жизни, так скажем. Раньше использовались темляки. Вот такие. В целом удобная штука, и тоже посмотрите, они очень продуманные. Чтобы не отходил далеко от инструмента, не отвисал, да. Регулировочка, отдельно здесь регулировка, отдельно здесь. Мы брали инструмент, он поджимал немного руку, то есть это блокировка хвата кисти, и вы лезли. Удобно он заменял, сейчас есть гарда, изгиб здесь на многих инструментах, да. Это помогает крепче держать. Здесь нагрузка уходила на кисть. Но из минусов, что вдруг вам что-то надо делать, второй рукой где-то на расстоянии, вы должны вытащить руку из инструмента, что-то там делать. Если он не пристегнут, уронили, но он улетел. Поэтому сейчас, ну и для облегчения, конечно, стараются пользоваться просто подстраховочками. Спортивно вообще никто ничего не подстегивает.
Но как бы если вы в горах, да, уронили ледовый инструмент, вы посреди ледового склона, ну как бы веселый день вам обеспечен. То есть вот подстраховали, все, достаточно длины. Опять же напоминаю, иногда ребята вбили инструменты на маршруте и повисли, и висят где-то в метре, там даже больше, 1,20 м иногда, смотря у кого какие подстраховочки, и висят. То есть это не самостраховка. Для того, чтобы висеть ближе, у меня сейчас нет с собой уса, там Dual Connect Adjust или Dual Connect Vario. В инструментах, например, номиках, я сделаю потом обзор в Аларче, есть отдельные, ну, скажем так, места, где вы можете сделать себе маленькие петли из прусика, ну, из репшнура тонкого, и туда подстегивать уже, например, усом страховки, если вы хотите подвиснуть на инструменте. Если это особенно на каком-то нависании, ну, или на вертикали, да, и вы повиснете на инструментах, но они растянутся еще дальше. То есть надо помнить, это просто для того, чтобы вы их не потеряли на маршруте. Еще один хочу показать инструмент, но это будет отдельно. Также вы можете использовать каритул для вывешивания ваших инструментов. Это удобно и клювом назад всегда, потому что я часто вижу в горах что-то вот вроде такой, знаете, экскалибур короля Артура. Вот так цепляют. И иногда так, то есть при падении, если вы куда-то идете, вам надо временно транспортировать инструмент, используйте каритул. Потому что в таком случае, если вы упадете, ну и эти случаи были, кто бывал на Эльбрусе, знает эти истории, как там люди, многие втыкали себе инструменты, потом как раненые рыцари их спускали вниз, вытягивать эти инструменты из ног и всяких других частей тела. Поэтому помните, что каритул это очень удобно. Вот. Также с другой стороны второй инструмент подстегнули. Иногда я не отстегиваю резиночки, но когда вы идете, да, цеплять с колена неудобно. То есть вы можете, если он у вас подстегнут, для того, чтобы, если вы боитесь его уронить, да, в процессе щелкивания, выщелкивания, хорошо, щелкните и сделайте вот так. Все, вам ничего тут не мешает. Поэтому достаточно удобно. Хорошая штука, но в старые были раньше чуть другой формы. Можно было сюда в карабинчик, или кто пользовался карабинчиками, вщелкивать. Но здесь, видите, тут такая форма, что не получится. Надо делать отдельный какой-то темлячок для подстраховки, именно усом самостраховки, если вам нужно повиснуть. Ну, это так. Просто бегло, кратко, ну и познавательно. Неубиваемый инструмент. Так, ну и раз я уже порылся в моей альпинистской оружейной, достал все экскалибуры, назовем так, ледорубы, я хотел бы сделать небольшой короткий обзор на один очень интересный гибридный ледоруб. Называется Samtec. Вот так он выглядит. Очень легкий, удобный. Этот ледоруб подарил мне Сергей Селиверстов после завершения восхождения на зимний пик коммунизма, когда он закрыл зимнего снежного барса. Это памятный ледовый инструмент для нас. И тогда в этой экспедиции команда Пецель очень помогла нашей команде снаряжением. Ребята, спасибо. Этот ледоруб был в зимней экспедиции, и почему я решил немножко рассказать о нем. Часто ребята спрашивают, собираются в горы и выбрали, к примеру, маршрут или вершину, на которой есть небольшие элементы, участки точнее, со льдом, ну, относительно не крутым, там 60-70 градусов короткий, а в основном снежный склон. То есть на снежном, на фирновом склоне, да, все знают, требуется классический ледоруб для страховки, чтобы здесь не было никаких резиновых ручек. Штычок был острый, и он легко входил в фирм для организации страховки, для зарубания. Но если вдруг вам попадется небольшой ледовый кусок, с прямым ледорубом, ну, не так комфортно будет его лезть. Поэтому
Петцель придумали вот такой гибрид Samtec. И что они сделали? Они добавили геометрию, немножко похожую на кварк, то есть клюв, в который вы можете, вот здесь два отверстия, вставить утяжелители, так же как на кварках, на эргономиках, на номиках. И это усилит энергию удара. Полноценный ледолазный клюв, лопатка для чистки льда, фирна и самое главное гарда. Вот она. Вот эта гарда решает все. Вы опускаете гарду, защелкнули, ну хотите вот как раз подщелкнули, чтобы не уронить. И если у вас небольшой ледовый кусок, честно говоря, с этим ледорубом вы можете достаточно крутой лед лезть. У него очень хорошая геометрия, да, и очень хорошая энергия удара. Если вы сюда еще поставите утяжелители, ну это вообще будет круто. Я лазил с ним лед, замечательно держит за счет гарды, потому что резинки здесь нет, специально для того, чтобы вы могли работать и на фирме. Но он работает отлично. Если у вас их пара, к примеру, вы пролезли в ледовый участок, провесили перила напарником, все, вопрос решен. Также большой плюс, что гарда очень легко отщелкивается. Давайте вот так. Пам. И вы ее смещаете куда угодно. То есть иногда я пользуюсь им на фирне. Фирновый склон, да. Когда вам нужны две точки опоры на ледорубе, вы просто встали. Все, надеюсь, видели видео, где Улиштек бегает по Айгеру, там носится как бешеный. Вот примерно в такой же позиции, когда у вас фирновый склон градусов 40. Если прям плотно, вы переходите на штычок. Убираете это, ну, вбиваете полностью. Он очень легко входит. Здесь такой классный алюминий, достаточно скользкий для этого. Если вам нужно вдруг подстраховочку, по высоте отрегулировали, как вам надо, да? Так или ниже. Вот так. Все, и побежали. Очень удобно. Он легкий, удобный. Я пользуюсь им на высотных восхождениях. Там Пик Ленина, Хантенгри. Там, ну, в принципе, там ледовых каких-то участков нет. Но даже вдруг, если что-то где-то скалы зальются льдом каким-то, да, это не проблема, он вас выручит. И он легкий, удобно убирается за рюкзак. Сейчас быстро, наверное, я это покажу. Насчет рюкзаков, это, конечно, скалазный, маленький рюкзачок, но суть не в этом. У вас есть лямочка, вот она. Берете ледоруб, продеваете в лямку и выводите. Так, ну я в футболке. О. В куртке так не произойдет. И он у вас здесь, то есть вы в любой момент его можете достать и начать движение по склону со страховкой, да? То есть вытащили, все, он у вас готов. Это большой плюс. Но не забывайте, что да, надо гарду поднять и подзафиксировать. Все. И либо вывесить, как я уже говорил, сюда, если это временная транспортировка. Куда-то надо пройтись, потом вы его быстро взяли и начали работать. Очень удобный. Надо лезть, перещелкнули, полезли. Все.